Всем привет! Это канал Рокабай, меня зовут Рома. Меня тоже зовут Рома. Это формат «Только послушай», в котором мы презентуем друг другу наши любимые альбомы, рассказываем, как они были сделаны и что нужно знать для того, чтобы тоже их полюбить. И сегодня мы будем слушать альбом Fever Ray 2009 года. Поехали! Когда ты вообще в первый раз услышал группу Fever Ray? Я услышал первую песню с альбома, который мы сегодня будем слушать, которую ты тоже знаешь, If I Had a Heart. В саундтреке к Breaking Bad. И еще одна причина посмотреть этот сериал. Наконец-то. Тут же зашазамил. И какое-то время послушал ее, потом подумал, я хочу больше, потому что она звучит очень аутентично. Я такого раньше не слышал. И, в общем, таким образом я подсел на альбом, который мы сегодня будем слушать. С тех пор уже альбом. С тех пор. И, что интересно, я после этого не стал слушать Knife, который был до Fever Ray. И следующие альбомы Fever Ray тоже мне не очень зашли. То есть это вот какое-то... У меня это влюбленность именно в этот альбом, а даже не в исполнителя. Вот. Knife — это электропоп проект, который был до Fever Ray. В нем два участника, брат с сестрой, Олаф и Карен Дрейер. Олаф, если вы учите шведский, либо Олаф, если вы такие Олафы, как мы. Да. Отвратительная шутка. Это хорошо сейчас было вообще. Значит, что такое группа Knife? Это дуэт из Швеции. Карен Дрейер и ее брат Олаф. Он же Улов. Они долго-долго писали электронную музыку, не выступая причем, просто ее как-то релизили на каких-то инди-лейблах, насколько я понимаю. Потом, по-моему, там через 7 лет после того, как они начали, они внезапно поняли, что можно еще и выступать со всей этой музыкой, или там кто-то подсказал. В общем, они очень долго разгонялись, и так продолжалось до конца 2000-х годов где-то. Значит, что произошло потом? Потом Карен Дрейер, она вышла замуж, у них родились дети или ребенок. Очень сложно понять, потому что она обычно не распространяется про свою личную жизнь, про нее не очень много информации, приходится вот так вот по чуть-чуть из разных интервью понимать, что вообще происходило. Но, значит, факты остаются фактами. У нее где-то там родились дети. В 2009 году, она говорит, что она 1,5 года писала материал для сольного альбома. В 2009 году выходит вот этот альбом Fever Ray, который так и называется Fever Ray, под уже другим псевдонимом. Там уже ее брат не участвует. И весь этот альбом посвящен проблемам материнства. Ого! Посвящен депрессии, посвящен, значит, однообразию жизни матери, пока она растит маленьких детей, взрослению, то есть просто как бы детским там всяким мечтам и всему такому. То есть это такой альбом, вдохновленный вот этой вот как бы дихотомией ребенок взрослый и жертвами, которые приходится приносить по пути. И это я узнал уже сильно позже, после того, как я полюбил альбом за музыку и за тембр голоса Карен. Про это мы еще, наверное, поговорим, когда будем слушать. Вот, но для меня стало открытием, насколько целостно это такое высказывание, которое, по сути, поднимает проблему того, что матерям вообще не обязательно пылать вообще от счастья, когда у них появляются маленькие дети. Можно еще и в ванной запереться для того, чтобы лишние полчаса провести наедине с собой, а не вообще вот с этим всем. Позже уже в следующем альбоме и после этого Карен поднимает вопросы другого характера, сексуальной идентичности, вопросы гендерные, к ней присоединяются больше. То есть в какой-то момент Fever Ray становится проектом из 6 женщин. Это чисто женская электронная группа, причем у них очень такой сильный акцент на
эпатаже живых выступлений. Они там используют костюмы, боди-арт, вот это вот все. Но все это, во-первых, мне было неизвестно, когда я познакомился с альбомом. Во-вторых, С первым? Да, с первым альбомом. Во-вторых, ну это как бы уже более позднее развитие. То есть, если сравнить музыку на этом альбоме с творчеством Knife, которое было до этого, то это очень похоже в плане минимализма электронной музыки, но отличается более мрачным, более меланхоличным звуком. И, в общем, это такой, более такой какой-то почти primal, как по-русски сказать primal? Первобытный? Первобытный, да, есть что-то первобытное в звуке именно этого альбома. Я не знаю, насколько будет интересно его слушать целенаправленно, прям вслушиваясь, потому что он довольно монотонный. Но он мне всегда очень заходил как фоновая музыка, и... Пришло время понять, да. Есть ли в этой фоновой музыке какой-то кор, какое-то ядро. Так вот ты сказал, что брат не принимал участие в записи этого альбома. Кто писал музыку? Вокал, понятно, писала она. Вокал Карен, с ней же там работал над музыкой Кристофер Берг, который был звукарем на предыдущих альбомах Knife, то есть они уже довольно давно знакомы. Но на этом альбоме он выступает и как клавишник, и как перкуссионист, То есть он, и как инженер звука. Ну да, в какой-то степени это его продюсерский такой проект. Ну, тоже чувствуется такое инди, потому что он практически все роли выполняет. Карен на вокале, на текстах, и там очень такие личные тексты, мы про это еще поговорим, наверное, в процессе. И там еще какие-то коллаборации в процессе, но вот это, наверное, два основных персонажа, которые приложили оказали основное влияние на то, как этот альбом звучит в результате. Были два брата из Швеции, Карен и Улов, которые играли в Knife. Потом Карен вышла замуж, провела 1,5 года в декрете. У нее была депрессуха жесткая. Она решила, что надо написать по этому поводу альбом, но не с братом, а с бывшим звукарем. Проект называется Fever Ray, и альбом первый вышел в 2009 году. Что нам нужно? И записан был, соответственно, по большей части самой Карен и бывшим звукарем Бергом. Да. Нужно ли нам что-то еще знать перед тем, как начать слушать этот альбом? Я думаю, что можно начать слушать, а дальше мы что-нибудь разберемся. Ну и самое главное, то, что ты сказал мне перед началом, что ты почитал тексты, что сегодня у нас будет более глубоко. Не просто будем там колокольчики слушать, как в прошлый раз, а еще немножко подумаем, как говорится. Мы постараемся, но здесь как бы такая палка о 3 концах. Во-первых, шведы на английском поют, да? Во-первых, шведы на английском. Во-вторых, информация о том, что именно значат тексты. Если, например, открыть какой-нибудь genius.com и посмотреть, что там пишут люди, то на любую песню там ответ: это про смерть, это про суицид, и как бы на этом разговор заканчивается. А сама Карен очень редко комментирует по поводу того, о чем это на самом деле. Но там, где у меня есть достоверная информация, что я прям точно знаю, о чем это, я об этом, конечно, расскажу. Но мы постараемся какие-то интерпретации текстом с этого альбома дать. Дальше мы будем слушать сам альбом, но мы не можем вам показать его, потому что нас заблокируют из-за авторских прав, и плюс это будет слишком долго, поэтому мы нарежем только самые значимые куски, на наш взгляд, и покажем вам наше мнение по каждой из этих песен. Но, если вы подпишетесь на наш Patreon, который мы, кстати, наконец-то создали, то вы сможете посмотреть полностью всю версию без купюр, без цензуры и послушать, соответственно, вместе с нами альбом. Но за это придется заплатить. Поехали. Поехали. Ну, это просто классика, поэтому я не знаю, что комментировать. Кроме того, что я только сейчас понял, что это очень тантричная штука, и что припев, мне кажется, очень народным. Что если его разложить, мне кажется, очень-очень будет много похожего на какой-то фольклор. Вообще, звучание этого трека и всего альбома, оно
такое довольно этническое. Там такие перкуссии, и мелодии, и напевы. Ну, конечно, тон задается первым треком довольно мрачный. Про что песня? А вот это, кстати, самое сложное, потому что песня довольно абстрактная, что вроде как, если бы у меня было сердце, я бы тебя любила, если бы у меня был голос, я бы пела. А вот вопрос, это она кому поет? Ребенку? Или мужу? Или кому-то третьему? Вот и непонятно. Или это вообще не про это. Там единственное есть в тексте такая подсказка, что ли. Там что-то про свешенные ноги из окна, как с рамы. И там задается вопрос, достигнут ли они когда-нибудь пола. И я так думаю, что, наверное, это метафора на вырост. То есть ты сидишь типа на подоконнике, например, и твои ноги болтаются, а потом и ты задаешься вопросом, а вырасту ли я когда-нибудь или нет. И вместе с тоном это можно воспринимать как вопрос, вообще стану ли я себя чувствовать взрослым когда-нибудь или нет. То есть так метафорически. Может быть, это даже сама она про себя. Может быть, она себе задает не вопрос. просто про ребенка, да. Интересно. Может быть, я читал версии про то, что это вроде как про то, что не все дети рождаются, не все дети выживают. Что типа некоторые из них умирают в процессе и никогда не становятся детьми. Ну, я не знаю, что сказать по этому поводу. Основная строчка, что если бы у меня было сердце, я бы тебя любила. Так это может быть про ребенка, типа, который еще не родился? Нет? Я додумываю? Типа, если бы было сердце, Если бы был голос, типа, это все еще, это в утробе матери. Да, и вот да, это да, вот да. звучание, это на самом деле, типа, биение там сердца материнского. То есть можно представить себе. Такая тоже теория есть? Это я только что высказал теорию. Ага. Ну ладно, вот плюс Но еще это такой очень абстрактный трек, и, наверное, поэтому он стал таким популярным везде. Потому что можно куда угодно подставить. Вставляешь про викингов, пожалуйста, это что-то про смерть, про Вальгаллу, про там перед боем можно настраиваться под этот трек. Можно в Breaking Bad лабораторию от крови очищать под этот... Ну, то есть можно делать все, что угодно абсолютно. Я так и делаю, в принципе. Я программирую под этот трек, например. Что, идем дальше? Поехали дальше. Попробуем дальше рассказать. Я не могу отделаться от ощущения, что это какая-то перемикшированная, немножко пересведенная музыка из 80-х. То есть вот есть Фил Коллинз, который... Ну, знаешь. Нет? Ну, допустим. Предположим. Чувак из группы Genesis, он был, кстати, барабанщиком, но и вокалистом тоже. Там они когда были. И поэтому у него... Ту-ту, да. И вот этот барабанщик Genesis сделал свой собственный альбом, и он вот так вот звучит. То есть там подложечка, минимум ударных, минимум всего, но это было в 80-х, а это альбом 2009 года. Поэтому я сейчас слушаю, и мне кажется, это очень странным, это ощущается как какой-то ремастер, но при этом действительно есть какая-то первая... Я все еще думаю, что мелодии очень, очень национальные, очень какие-то фольклорные. Но это была танцевальной, очень темной песней, но танцевальной. То есть вот этот вот биток такой, тум, путум, пу-пум, путум, пу-пум, путум, пу-пум, пу-пум, заставил меня подвигаться. Да. Ну, я соглашусь. Наверное, это одна из менее темных песен с альбома. Не только музыкально, но и по смыслу. Про что? Ну, текст, судя по тексту, это такие детские мечты о том, типа, кем я буду, когда вырасту. Я буду жить в лесу, я буду лесником, бегать там по горам. Я говорю, фольклор какой-то. Кидать бумеранг, значит, а потом в другом куплете, а я, когда вырасту, буду жить у моря. У меня там будут бутылки рома и все вот это вот дела. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо. Потом в третьем куплете вообще мысль перескакивает и типа, а я
очень хорошо обращаюсь с цветами. Когда мои друзья уезжают, они меня, типа, оставляют, чтобы я поливала. И, то есть, просто набор каких-то вот этих вот... Ну, знаешь, как дети иногда, они... Так, В смысле на мысль? что на мысль? Ну, скачет, в смысле на мысль? Да. Они очень быстро... Что на мысль? Что ты имеешь в виду? Да, они перескакивают как-то, за ними только поспевает. Там какие-то странные, интересные ассоциации. Здесь в тексте есть отсылочка такая про сотворение мира, и там, что на 7-й день я немножко отдохну, а потом пойду опять... Поливать цветы. Ну, что-то там делать, да. И там, конечно, фанаты прям... Это, типа, отсылка такая, типа, она, типа, там, сравнивает себя с Богом. Это про внутреннюю креативность и все это. Мне кажется, это, конечно, все сильно проще. Это, мне кажется, про потенциал, про то, что в каком-то возрасте ты, типа, можешь быть, да, кем угодно. Ты пышешь вот этим вот желанием что-то из себя представлять. Я не думаю, что там какие-то более глубокие религиозные отсылки здесь имеет смысл искать. Тем более, что Швеция не очень славится своей религиозностью. Только праздники. Они отдыхать любят на все религиозные праздники. Знаешь, отдохнуть кто не любит. Да. Но для этого не надо в церковь ходить. Не отдохнуть можно и дома. Не для всех это, конечно, музыка, не очень она хитовая, но и не противно ее слушать, в общем-то. Так что пока что твой кейс программировать и на фоне слушать вот это произведение, в общем, кажется, работает. Но я не уверен, что вот мой папа эту музыку заценит. Привет, пап. Мне кажется, что мой тоже. Привет, пап. Но есть шансы. Ну, ее довольно сложно слушать целенаправленно и больше ничего не делать. Мне кажется, под нее можно как-то делать что-то еще, заниматься своими делами, двигаться, немножко когда-то вслушиваться, что там происходит. Раз новый инструмент появился, такой обратил внимание. И продолжил своими делами. И продолжил заниматься своими делами. Про что эта песня? Мне рисуется картина, что там значит, речь про то, что моя рука и твоя рука, типа, как-то органично соединяются, что вот нету завтра, и вот мы сейчас, типа, вместе, что мы сухие и пыльные капсулы с энергией. Мне кажется, что это что это она со своим мужем, они просто вымотанные, высохшие. Рождением ребенка. Да, высохшие и пыльные, но как бы все еще руки хорошо друг другу подходят. Какая-то вот такая мне картина рисуется. Ладно, поехали дальше? Поехали дальше. Мне все еще кажется, что она какая-то амазонка. У нее какой-то свой вот этот тропический вайб, может не тропический, но какой-то, вот как ты сказал, первобытный, она где-то там обитает. Но песни точно не хитовые, но что-то вот заставляет двигать ногой, что-то все-таки в этой штуке есть. И она прям, да, ну что-то есть. Наверное, все-таки тантрическая фигня, которая меня держит какая-то. И я немножко даже текст наконец-то начал вслушиваться, что это какая-то история про друга, которую она знает с 7 лет, что они там во всем разговаривали, когда было время, и, возможно, он был ниспослан Господом Богом. Что-то такое я услышал. Вот про ниспослан Господом Богом для меня остается загадкой. Там, да, действительно, там песня называется Seven, 7, что они там 7 лет знакомы. Мне очень нравится там фраза, что мы собирались около раковины и разговаривали про любовь, таблетки для посудомоечной машины и небеса. И это такой, ну, типа,
В принципе, как спектр тем. Понятно, что это близкие дружеские отношения, когда ты можешь и про все, и про быт обсуждать, и про высокое. А в припеве поется, да, действительно, что я не знаю, откуда я это взяла, возможно, из гимна какого-то, ну, судя по всему, религиозного. Они говорят, что нечего тут понимать, объяснений не требуется. Типа просто так оно и есть. Но дальше я не понимаю, к чему, какую мысль она пытается, о чем, что она узнала из гимна. Причем здесь, что это не требует объяснения. Я вот это не очень понял. Так ты если не понял, значит, если надо объяснять, то не надо объяснять. Значит, не надо объяснять. Все, значит, все, сорян, ты мимо. Все. Я думал, ты скажешь, хорошо тебе от этой музыки, хорошо. Ну вот и все. А ты, значит, меня скидываешь со счетов на середине альбома. Нам еще слушать и слушать. Сорян. Во втором куплете здесь упоминается про какой-то типа про шар. И мне очень понравилось, что кто-то из фанатов там... Так это ж про Ericsson Globe. Это Ericsson Globe, это очень большой стадион, бывший, наверное, сейчас, наверное, самый второй по вместительности, да? Сейчас, наверное, второй по вместительности стадион в Стокгольме, где проходят, половина концертов вообще. Ну и там выставки какие-то тоже устраиваются, насколько я понимаю. Да. И он в виде огромного шара белого. Как он называется? Вот, и там поется как раз про то, что шар сменил цвет. Он, кстати, меняет ночью цвет. Да, вот про это и речь, что она там на своем велосипеде едет, и там то вверх, то вниз. Это, кстати, похоже вообще на место, которое цвет. возле Глоба, там действительно надо вверх сперва подниматься, потом вниз. Это точно про поездки по Стокгольму. Но все остальные фанаты ищут там просто какие-то космические смыслы в этих строчках, а там все очень бытовое и очень простое. Я думаю, и в остальных вопросах тоже. Мне кажется, нам надо выдать тебе грамоту. Роман, тут все намного проще. И там... Сейчас я вам объясню все. Поехали дальше? Реально хороший трек. В конце мы даже с тобой попели чуть-чуть его. Хорошая песня. Не могу отделаться от ощущения, что Карен это, или Карин, вот она. Мне кажется, Карен, да. Что она прямо кайфует по музыке 80-х. Тем более, что шведы в 80-х и в 90-х, может быть, вот на стыке 80-х и 90-х, просто рвали вообще все, что можно своим евроденсом. Тут немножечко такой отскок какой-то музыки более традиционной, причем не традиционной шведской музыки, а какой-то, наверное, африканской. И все равно звучит очень прикольно. Могли какие-нибудь, я не знаю, CC Cage, наверное, что-то подобное выдать, на мой взгляд. Хорошая песня. Так и что, про что это? Сейчас. Синди Лопер. Что это? Это исполнительница такая. Кто это? Это такая исполнительница. И Карен в одном из интервью рассказывала, что первой пластинкой, которую она купила, была пластинка Синди Лопер. И я, когда готовился, послушал немножко. И мне кажется, я понимаю, откуда вот этот вот поп-вайб. Я не уверен, что это 80-е, но там тоже такой какой-то, не знаю, боюсь сказать лишнего, потому что я небольшой фанат Синди Лопер. Скажем так, более-менее какой-то креативный поп. По-твоему, о чем песня? Я настолько был загружен самой музыкой, что я представлял джунгли. Я вообще думал, что она могла бы быть в мультике о Тарзане, честно говоря. Но я настолько был погружен музлом, что вообще ни одного слова даже не слушал. Я тоже забыл слушать слова в этот раз. Припев, значит, в припеве она поет про то, что можно я к тебе приеду, переночую у тебя, потому что мне надо отдохнуть и как-то собраться. И там во втором куплете она поет про то, что там в 5 утра она что-то там выходит из дома. То есть по тексту она типа вымотанная, и ей нужно, значит, как-то собраться и перезарядиться. А песня называется Triangle Walks.
«Треугольные прогулки». Да, прогулки. Значит, ее в Твиттере кто-то спрашивал, о чем песня. Типа, я ее, говорят, слушаю уже 10 лет, никак не могу понять, почему, типа, «Треугольные прогулки». Она говорит, когда у меня, типа, ребенок был маленький, я с ним ходила в коляске гулять. И у меня был стабильный маршрут с 3 точками. Вышел из дома, типа дошла до фонаря, до ближайшего, потом в сторону парка, до первого дерева в парке и домой. И вот так вот проходила ее типа большая часть времени. Вот так вот она все время гуляла. То есть я понимаю, что смысл для нее этого трека, если вот об этом подумать, что какая у нее была жизнь вот в это вот время, однообразная и выматывающая, то это, ну вот какой-то песня о потребности из этого всего типа вырваться как-то. Поэтому там поется, что «а давай я к тебе приеду и у тебя отдохну», что хотя бы не дома буду и не по этому треугольнику ходить. Но при этом музыка-то такая, как ты говоришь, она такая почти какая-то африканская, и она больше ассоциируется с каким-то с летним, с каким-то летним отпускным вайбом, каким-то таким. Да, с каким-то приключением, с какой-то легкостью все-таки, да. Вот интересный такой, получается, контраст. Да, очень смысла и музыки. Ну, я не знаю, как они это делают. Реально засасывает. При том, что я не могу напеть. Единственное, что эта музыка дает мне очень много визуала. Закрываешь глаза и сразу думаешь, это какое-то племя где-то в Южной Америке, либо где-то на юге Северной Америки, там ацтеки какие-нибудь, анты, там еще что-нибудь. Вот они танцуют возле костра, медленно все, хлопают в ладоши. Ты прям слышишь эти хлопки. Вообще запросто себе это все представляю. Я не понимаю, откуда в ней это все. Она же из Швеции. Ну откуда вот эта вся музыка, откуда в этом мужике? Он Берг фамилия, но он тоже швед по-любому, 100%. Ну, у шведов тоже история есть. И тоже костры, наверное, были. Не такая. Ну, то есть здесь вообще другой вайб. А ты знаешь, какая музыка была у викингов? И я не знаю. На контрасте с такой, как ты говоришь, музыкой, которая ассоциируется там, с костром, с каким-то племенем и, значит, с какой-то древней цивилизацией базовой, то в песне поется про то, что я живу в бетонных стенах, я не спала с лета, понятно почему, в теме альбома. Я типа оставляю включенным телевизор, иногда и радио. И в принципе вот как бы об этом и песня, что вот она типа заперта в этом каком-то. Можно, ну давай попробуем немножко отойти от текста, что она как будто бы вот в этом вот плохом сне, без сна, бесконечно, что у нее все типа перемешалось, ей некуда деться. Это вот, наверное, одна из таких тоже депрессивных песен с этого альбома, о том, с какими сложностями можно встретиться, пока выхаживаешь маленького ребенка. Мне кажется, это была самая дружелюбная песня. Дружелюбная? Ну, с точки зрения восприятия. Угу. Дружелюбная. Она очень просто шла, по понятным каким-то законам написана. Конечно, разумеется, не хит в понятиях вот этих вот всех популярных групп, ну, потому что у них как бы свой жанр. А что ты повторяешь? Что это значит? Я ищу хитовую песню. Хитовая песня, хит или что-то такое. Это когда мелодия тебя очень быстро засасывает, заставляя себя запомнить. А что ты будешь потом все лето петь? То, что я буду все лето пить, это не касаемо музыки, я думаю. В тишине. И так сработает.
Хотелось бы под музыку, Ну, конечно. то есть Да, хиты то, это то, что что ты Ну, то, что я завтра, напевать. например, вечером случайно смогу напеть. Или то, что я сейчас это услышу и на втором припеве смогу подпеть. Тут еще не было такого припева, чтобы я смог напеть. Наверное, кроме первой песни. Я только хотел сказать, что когда я долго не слушаю этот альбом, я не могу вспомнить ни одной мелодии, кроме If I Had a Heart. Ну да ладно. Ладно. Так и ладно. Песня называется Now's the Only Time I Know. Что-нибудь знаешь про нее? Знаю. Давай. Ну, я почитал текст. Песня про душ. Про На душ? удивление. В смысле? Да. Значит, в песне она смывает макияж, там проводит свои какие-то, значит, банные дела. утренние ритуалы. Но песня довольно меланхоличная, и у нее такой, надрывный голос, и вообще Вообще, в принципе, мне кажется, на всем альбоме Да. плюс-минус. Но по совокупности, значит, музыки, текста и всего, значит, что это означает? Это единственное время, когда она предоставлена сама себе. То есть вот она пошла в ванную, значит, закрылась и, значит, проводит ритуал поддержания себя. Ну и гигиены. Ну и гигиены тоже. Простите. Ну что ты такой приземленный? Просто раз Господи. и ножом, значит, обрезал. Да. Ну ладно, да, я согласен. Это все возвращаясь к истории того, что мы держим в голове. Она только родила и занимается 100% своего Да. времени ребенком. Как раз перед этим было на альбоме песня про то, что она заперта в 4 стенах, и, значит, ребенок никогда не спит, и вот это вот все. Единственное спасение. Да, оно. и вот, значит, в этой песне единственное спасение это вот, перерыв, да. да, этот перерыв. Ну и там какие-то отдельные фразы, они в середине песни, там такая интересная динамика по тексту, что вот начинается с приземленного, что вот там смывает там косметику, вот там, грубо говоря, журчит вода и все такое. И там где-то в середине, когда у нее еще вокалом поднимается, усиливается вокал, у меня мурашки были, да. пробежали в этот момент. Там поется что-то более метафоричное, там что-то про подойди поближе, воробушек, там что-то какие-то странные начинаются вещи. И вот тут фанаты заговорили опять про смерть. Смерть. Господа Бога. Ну, но воробушек, что это может быть? Ну, конечно. Посланник сатаны. Ну, или сатаны, или бога. Да. Значит, есть интерпретации, есть просто пространство для интерпретации. Вот. Ну и в конце все это обратно заворачивается в то, что она обратно наносит макияж, и этот ритуал И опять, заканчивается. Да. Вот такая песня. Удивительно, что песня по большей части состоит из перкуссии. Более того, хлопки тонированные. Ну, то есть, если послушаешь, каждый хлопок — это какая-то разная нота, они к ним возвращаются. Поэтому я вначале подумал, что это какой-то фленджер. На самом деле не фленджер, а именно что хлопки, в которые выдают разные ноты. Это очень интересно. Следующая история — это то, что мне кажется, что это была первая песня, в которой зазвучал живой инструмент, ближе к концу заиграла что-то вроде виолончели. Да. Я до этого не помню, чтобы играло что-то живое. Ну, кроме там хлопков, еще каких-нибудь ударных, что-то такое подобное. И то, кажется, все ударные были электронными. И все, а больше я не знаю, что сказать. Точно такая же мантрическая песня. Все вот такое, все вот какое-то плывучее, тягучее. Но добавить больше нечего. Ну, весь альбом, согласись, он звучит одинаково, очень целостно. Это, кстати, да, про это я тоже подумал, что как они добились того, что это первый альбом проекта, все, вообще, как вот четко стиль. Как будто они сели и за один вечер все написали. И пока мысль, как говорится, в голове была, они писали и писали. Вокал везде одинаково звучит. Песни все в одном, на одном дыхании. Все примерно прям музыкально про одно и то же. Как это делается, я вообще не понимаю. Ну, то есть это надо уметь, либо надо было долго эту мысль держать, чтобы ее вот так вот доточить. Это прикольно. Вот в этой песне, несмотря на... я согласен с тем, что стиль выдержан, но именно в этой песне мне очень понравилось, как в начале из
такой полиритмии, Мгм. значит, собирается какая-то кочевая мелодия. И как всю первую половину песни текст идет практически сплошным текстом. Сплошным текстом. ну, Текст сплошным текстом. До Да, удивления. Да, да, да. То есть там не то, чтобы какие-то отдельные музыкальные фразы пропеваются, он как будто бы тоже с наслоением. Мгм. Музыка идет отдельно, и текст вот так вот монотонно поверх вплетается. То есть ты не можешь вычленить какую-то мелодию. Мгм. И вот он идет, вот это вот какой-то монолог, и потом он, значит, уступает место музыке на словах как раз о том, что I'm not done, я типа Да. не закончила. И весь Либо текст не довольно... либо не умерла. Ну да. Ну, значение песни можно интерпретировать как такое, что мне типа есть что еще сказать музыкально. То есть это такой как self-aware, Мгм. Мгм. такая немножко разбивается четвертая стена. Это песня о том, что я все еще пишу песни, несмотря на то, что вот я в этом всем как бы варюсь. Да, и вообще застряла в этих 4 стенах. Да, ну вот, пожалуйста, и типа я на этом еще не планирую останавливаться. Это такая жизнеутверждающая песня ближе к концу альбома. Мгм. Keep the streets empty. Ну, по мне, это одна из самых медитативных песен на альбоме. Ну, она правда медитативная, я даже не знаю, что добавить. И она для меня осталась самой загадочной по тексту. Я сколько не читал, Мгм. я ничего не понял. Там вот в этой песне больше какого-то такой образности, что куда... А куда? Так. В этой песне больше образности. Там такие строчки есть, что вроде куда плывут люди такие, как мы, типа как флоутинг, типа плывут не Ну, даже то, что плывут, а целенаправленно, просто как по течению. да. куда по течению плывут такие люди, как мы. Что это вообще означает? Это что-то, какой-то такой вайб мифов каких-то добавляет. Там я лежу на земле и ем снег. Да, это я слышал. И такой, что? Бухая что-то. То есть из текста вроде бы как это какое-то такое мифическое путешествие, что вроде она куда-то уплыла, Мгм. там пожила как не как человек, а как животное какое-то, что ли, и потом как-то вернулась обратно. Но что из этого я должен понять, я, Сложновато. в общем, затрудняюсь. Про музыку единственное, что я нашел, как раз пока слушали, я тебе сказал, что появилась какая-то, я не знаю, как этот инструмент называется, может быть, это дудук, например. Ну, какой-нибудь. какой-то духовой деревянный инструмент. Да. И опять-таки заставил меня думать о том, что это что-то, музыка очень близка к моему пониманию музыки Южной Америки, либо Юго-Северной Америки. Каких-то вот таких вот племенных вот этих всех историй. Да, либо у нее есть какой-то прицел, либо у Берга, например, есть какой-то прицел на эту страну, либо в Швеции что-то такое было, что, в общем, тоже не исключено. Но музыкально интересно, как они додумались в электронику, в такую, где там еще какая-то тоже полиритмия, все там на каких-то хлопках и вставить вот такой деревянный какой-то духовой инструмент. Прикольное решение. Мгм. Интересно, слушайте. Ну вот это самая долгая история была сейчас. Самая долгая песня. Вот какая мысль меня посетила, пока я ее слушал. Когда я еще был в школе, причем, наверное, в младших классах или где-то в средних, я любил играть во всякие разные стратегии, желательно, чтобы они были пошаговые. И параллельно с этим я любил слушать какую-нибудь музыку. Она должна была быть ненавязчивой. Поэтому мне нравилось слушать какой-нибудь там Space Rock, что-нибудь такое, чтобы там вот техно, там, ну, какой-то такой, не техно, точнее, а типа
Tangerine Dream, это что-то такое старое, космическое, вот такое. Я подумал сейчас, что, вообще говоря, вот эта музыка, прям вот эта, могла бы быть саундтреком ко второй или к третьей цивилизации. Потому что там в разное время развития цивилизации как раз разная музыка играла. Там, если у тебя какие-то еще трайбы там, или еще какие-то такие, знаешь, племенные отношения происходят, и города небольшие, ничего нет никаких прорывов, музыка играет примерно такая же. Я подумал, что офигенно она фоном бы играла. Это может звучать оскорбительно. На самом деле для меня вся эта музыка, которую я тогда слушал, она всегда играла очень большую роль. Потому что она насыщает там, где нужно, так, как нужно. Своим вот этим вот, я не знаю, ну, своим каким-то телом. Дает всему этому какой-то еще дополнительный смысл. Но, опять-таки, мне просто сегодня нечего сказать, кроме того, что они выдерживают стиль феноменально. Но что еще? Ну, то есть, я пока что вот нашел для себя какое-то решение, что, наверное, на вот таком фоне я бы их смог слушать. Понятно, что по них не побегаешь, не побесишься. Под некоторыми песнями можно потанцевать, но только одному, как ты сказал. А что еще? Ну, это, конечно, вопрос. А ты что думаешь про эту песню? Ну, я не каждый раз, когда слушаю этот альбом, дослушиваю его до конца. Ну, не потому, что мне надоедает, а потому что у меня нет столько занятий, которые требуют часа для того, чтобы их делать. Я поймал себя на мысли, когда сейчас слушали, что в песне очень медленное развитие, но при этом все время что-то происходит. И, в принципе, при желании можно там какие-то новые элементы все время услышать, что-то добавляется, то есть все равно есть какая-то динамика. И я бы хотел так научиться. Я бы хотел научиться минимальными какими-то средствами, не крича инструментами, да, при этом не будучи надоедливым. не перетягивая на себя внимание, постоянно создавать какую-то растущую атмосферу. И еще одна штука, о которой я говорил, пока мы слушали, что появились вот эти эффекты, которые, ну я не знаю, ну вот после того дудука, вот это еще больше к этому сигнализирует про вот эту вот всю историю из Америки, что какие-то птицы начали кричать, и они наконец-то запели с вот этими ооканьями. О-о-о! Да, это было вообще Это кайфово. так в тему. Вот это обычно, когда какие-то европейцы используют эту историю с оконями, это выглядит так кринжово, вообще не звучит нифига. Особенно как Highly Suspect, американская группа, 2 года назад выпустила альбом, и там это использовала. И это последняя вообще вещь, которую хотелось там слышать. А тут ты слушаешь и думаешь, оно вот там, где нужно. Нет никакой претензии, оно красиво звучит. Аутентично получилось. Да. Ну и чтобы немножко дать контекста, песня, завершающая альбом, и она такая самая расслабленная, наверное, по смыслу. Там припев, если ты слышал, «Откинься и закури свою большую сигару. Мы те, кто мы есть, мы там, где мы есть». То есть это все как бы подводит, насколько я понимаю, это подводит, да, всему этому альбому, вот всем там сложностям, всей там депрессии, всем мечтам, которые, ну то есть всему вот этому, всей сложности этого альбома эмоциональной, добавляет какую-то, ну, это есть жизнь. И это не означает, что с нами что-то не так. Там, если, когда мы ищем возможности закрыться в ванной для того, чтобы немножко отключиться от этого всего, все ок. Типа, это жизнь продолжается, мы остаемся с собой. Ну, такие вот условия. Что скажешь про альбом? Я, честно говоря, немножко подустал. Ну, во-первых, потому что мы долго писали это все. Вот. Во-вторых, потому что не к такой музыке я привык. И это нормально. Потому что мы тут вообще с тобой специально эту всю историю затеяли, чтобы поделиться тем, ни к чему мы привыкли. А так-то слушали бы Foo Fighters до без ума и слушали бы. А кто-то бы не слушал.
Но я устал скорее с той точки зрения, что мне постоянно нужно было что-то искать, мне нужно было понимать, как эта музыка работает. Это другая музыка, у нее свои там какие-то, ну, правила, у нее свои истории. Все не так, как в популярной музыке, которую я практически всегда слушаю, практически всегда. Поэтому пришлось немножко подумать. Но что точно можно сказать, что она не доставляет дискомфорта. Если нужно думать, то не очень-то сильно. Ну, в смысле, это не джаз, понимаешь? Это что-то плюс-минус понятное. И она скорее какую-то функцию помощи может осуществлять. Что я имею в виду, это то, что она как-то, ну, вторым пилотом работает, эта музыка. Это может быть сложная мысль, но может быть кто-то меня поймет. Ну, это сопутствующий материал, это саундтрек к Да. чему-то. Признаться, я тоже немножко подустал. Я обычно не целенаправленно слушаю этот альбом. Я обычно его включаю в фоне, когда работаю или когда чем-то занимаюсь. Он прекрасно выполняет вот эту вот роль. Когда появилась там минутка и захотелось вслушаться, там есть во что вслушаться. Когда тебе нужно просто задавать какой-то неспешный ритм, она с этим справляется. Я тебе советую попробовать этот альбом включить в список тех, которые ты используешь для этих целей, и заценить его в этом контексте. Не пытаясь найти там какие-то... Не пытаясь найти, что похвалить и что поругать, а просто как саундтрек к своему дню. Что можно сказать про этот альбом? Во-первых, это довольно странная музыка, она точно не форматная, но вопреки вот этому всему, то, что я сказал, она довольно дружелюбная. Да, там не будет популярных каких-то напевов, там не будет каких-то вокалов, которые будут радовать ваши уши, но при этом вам не будет тяжело ее слушать. Именно поэтому, мне кажется, ее было бы очень хорошо послушать на фоне. Для кого подойдет этот альбом? Ну, во-первых, если вы знаете, кто такая Бьорк, в частности, ее хиты или например, какие-нибудь ее альбомы и песни, которые было просто слушать, потому что у нее есть музыка, которую слушать очень сложно, я думаю, что вам эта музыка понравится. Все те песни, ну, если вам нравится музыка, которая такая очень похожа на тантрическую, но при этом вам хочется чего-то нового, не совсем тантрическую, не совсем, например, индийскую или не совсем африканскую и так далее, попробуйте этот альбом, он может быть для вас большим открытием. Ну и в-третьих, если вам хочется музыки, которая бы отлично работала на фоне и не отвлекала, но при этом была бы чем-то, не просто какой-то подборкой музыки для работы с кодом или какие там еще есть подборки. Ну, в общем, что-то живое с человеческим лицом, то это тоже выбор для вас, я думаю. Ну и самое главное, то, что если вы увлекаетесь текстами, возможно, этот альбом будет для вас очень большим открытием, в том числе, если вы женщина. Потому что я думаю, что мы с тобой вдвоем не очень понимаем, о чем поется, что значит быть замкнутой в 4 комнатах с ребенком и как его растить. Поэтому я думаю, что если вы знаете, как это все работает и проходили через это или, возможно, ну, в общем, в вашей жизни есть подобный экспириенс, я думаю, что с вами это может работать намного сильнее, чем с нами, потому что, ну, как бы, ну, Я все видео себя довольно неловко чувствовал, рассуждая об этих материях. Наверное, со стороны это еще смешнее выглядит. Да, Два мужика сидят, два бездетных мужика сидят и рассуждают о том, как, про то, как сложно, как сложно. женщине с ребенком. Да, поэтому, если вы женщина или у вас есть ребенок, Или 4 стены. или вы в там, декрете, напишите нам в комментариях, расскажите, что вы думаете про текст этого альбома. Держитесь. На этом все. С вами был канал Рокабай. Меня зовут Рома. Меня тоже зовут Рома. И это формат «Только послушай», в котором мы обсуждаем альбомы, что они значат, как их понять, как их полюбить, про что тексты и так далее и тому подобное. Мы вас очень любим. Заходите к нам еще в гости. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И
Всего вам хорошего. Пока.